Да, получилось неплохо. На днях заезжал и сделал такой небольшой дизайн рядом со входом в землянку. Что ж, скоро уже майские праздники наступят. А майские праздники это всегда у меня, по крайней мере, ассоциировались с началом дачного сезона, потому что у меня отец дачник заядлый, и с шашлыками. Вот именно сегодня я этим и займусь. Замариную шашлык, посажу лук. Да, вы не ослышались. Я решил попробовать посадить здесь несколько головок лука. Посмотрим вообще, взойдет он, не взойдет. Ну, а почему бы и нет, взойдет, я думаю. Ну, а под вечер, после того, как закончу работы со своим водяным накопителем, поем вкусного шашлыка по старому советскому рецепту. Ну, а вам я желаю сесть поудобнее, налить чай, кофе, сок, еще что-то, нарезать бутерброды и приятного просмотра! А что, не так уж и плохо. Литров 15 воды здесь набралось. И это при том, что тент всего лишь размером 2 на 3 метра, но прибил я его, степлером закрепил, получился размер 2 на 2. Всего лишь буквально за 5 дней, по-моему, набралось литров 15-20 воды. Это здорово. Еще нужно учитывать, что здесь воды, может быть, было-то и больше, но от того, что тент натянулся и под весом воды его оторвало. Он здесь у меня тоже закреплен был. Соответственно, воды было намного больше. Результат радует. Если я буду собирать дождевую воду тентом хотя бы 4 на 4 метра, то воды за неделю литров 100, наверное, будет выходить. Если, конечно, будут идти дожди. Главное, эту воду не терять. Ну, а как это реализовать на практике, сегодня вы это увидите. Я надеюсь, что все получится и все будет функционировать и работать так, как мне хотелось бы.
Да, конечно, проблемы с грунтом здесь имеются. Плодородного слоя очень мало, он очень тонкий, и практически сразу же идет песок. Ну, в принципе, видимо, поэтому здесь растут одни сосны преимущественно. Я думаю, этого хватит для того, чтобы зашел лук и выросли цветы. Это для меня интересный своего рода эксперимент. Насколько реально вот на таком песчаном грунте что-то вырастить. Вырастет, наверное, вырастет, учитывая, что я сейчас принес чернозема немножко, да, верхний слой почвы снял там. Вопрос в другом. Какой вкус будет у этого зеленого лука? Да и в любом случае, согласитесь, приятно приехать сюда в землянку, какие-то дела там поделать, да, и выйти и нарвать свежего лучка зеленого. Да, я считаю, это неплохой результат. Почти 4 полных баклажки воды я использовал. И вообще у меня набралось воды почти 20 литров. Неплохо. Сейчас нужно огородить территорию моего небольшого огорода, ну, чтобы просто элементарно на него не наступить. Наступило время замариновать мясо. Этот рецепт возвращает нас немного в прошлое. Дело в том, что рецепт называется шашлык по-советски. Мариновать я его буду на обычной минералке, воде, уксусе, луке и специях. Больше ничего. Ну, как вы помните, наверняка, ну, по крайней мере, у меня в детстве родители всегда мариновали шашлык в уксусе. Я не знаю, с чем это было связано. Может быть, выбор мяса был тогда хуже, либо мясо, может быть, само по себе с каким-то запахом было, либо, я не знаю, либо, может быть, оно... Я не понимаю, почему уксус использовали, ну, либо просто, чтобы быстрее замариновалось, по всей видимости. Уксус, он же немножко разъедает структуру мяса, ну, и делает мясо намного мягче и вкуснее. Итак, что нам понадобится? Ну, естественно, понадобится мясо, желательно мясо свинины, желательно шейка.
лук, специи. Я взял вот такие вот, шашлык на углях котами. То есть там есть перец, соль, ну, самые основные специи. Минералка я взял с газом. И уже сюда добавил 4 чайных ложки уксуса. Если этой воды будет мало для того, чтобы полностью покрыть мясо, то я добавлю еще обычной водички уже без газа. Но прежде чем нарезать лук кольцами, хотел бы вам сказать о своем новом ноже. Да, мне прислали не так давно нож на обзор. Называется фирма «Просто нож». Ну, действительно, этот ножик так и выглядит. Просто нож. Пока судить о его каких-то преимуществах рано. Но первое, что бросается в глаза, вроде бы, казалось бы, простая ручка, но лежит в руке очень удобно. Сталь здесь используется Х12МФ. Лезвие заточено просто идеально. Но какие-то глобальные выводы я постараюсь сделать к концу сегодняшнего дня. И оставляю мариноваться мясо часов примерно на 5. Да, тишина, конечно, невероятная сегодня. Но скорее затишье перед бурей. Сегодня всю ночь обещают ливень. И, надо сказать, я очень на него надеюсь. Теперь самое важное, чтобы здесь не было ничего острого. Никаких скрепок от степлера. Ничего. Потому что это очень сильно может повлиять на пленку, которую я сюда постелю. Если она будет с какой-то маленькой дырочкой, то вся вода будет уходить. Вроде все чисто. Но на всякий случай
Постелю еще и вот этот тент. И теперь самый важный и ответственный момент — постелить вот эту пленку предельно аккуратно, не испортив ее как-то и не задев ни обо что острое, повторюсь таки опять. Но это очень важно сейчас на данном этапе. Да будет дождь! Отлично! И сейчас самая основная задача, самая главная миссия — расстелить здесь пленку, по которой вся вода будет уходить в накопитель. Эту пленку, в принципе, я думаю, имеет смысл убрать после того, как наберется достаточное количество воды. Ну а если вода будет опять заканчиваться, то можно будет опять ее расстилать и дальше набирать воду в накопитель. Сейчас сразу сделаю крышку, чтобы вода впоследствии не испарялась. Самое главное, чтобы вообще вода собиралась тут.
Вот такой вот лючок надо сделать. И после этого засыпаю все песком, предварительно, естественно, накрыв тентом. Сейчас, по ходу дела, опять будет дождь. Судя по всему, такой конкретный резкий порыв холодного ветра. И закачались макушки сосен. Сейчас жахнет нормально, я чувствую. Ну, это и хорошо. Как раз испытаем мою конструкцию не на прочность, а на возможность накапливать воду. Ну давай уже. Я заждался дождь. Я еще второй тент постелил, чтобы по нему тоже вода набиралась и стекала на первый. Ну, как я уже вижу, какие недоработки во всей этой идее. Нужно угол наклона больше задавать, чтобы вода резче стекала. Потому что дождь может быть кратковременным, там 20-30 минут, да, вот эти вот лужицы набрались, и они не уходят.
вот сейчас, может быть, что-то и наберется. Отлично, печка прогревает помещение очень быстро. Уже плюс 15. И сейчас самое время сделать полку. Давным-давно я уже думаю над тем, как использовать это пространство. Почему бы не сделать здесь полочку? Поставлю свечи, вечером зажгу и буду сидеть, полулежа, точнее, лежать и читать книгу. Ну, такая атмосфера будет, как говорится, ламповая. Кстати говоря, больше здесь ничего не протекает. А то кто-то писал в комментариях, что будет течь все равно. Но нет. Последний раз того тента было достаточно. Подтеков нету. И это радует.
Да, знаете, если честно, я поначалу немного так скептически отнесся к этому ножу. Ну, блин, просто нож. Я бы его назвал просто отличный нож. Как вы видели, даже дрова колет отлично. Хороший металл, просто великолепно заточенное лезвие. Что еще нужно, по сути? И чем проще конструкция, тем она надежнее, на мой взгляд. Давно около костра не сидел. Последний раз зимой было, когда кролика готовил. Шампурат я не взял, поэтому буду жарить на веточке. Шашлычок скоро будет готов. Мясо прожарилось. Такой вкус детства. Аж прям ностальгия. Я, кстати, помню один раз так объелся шашлыка, не поверите. Съел в 5 лет, по-моему, килограмма 1,5 или 2, а он еще был жирный. И в итоге на следующий день у меня случилось отравление. Температура 39. Вызывали скорую. Так что очень важно знать меру. Я еще хотел приготовить сегодня овощной шашлык. У меня баклажан остался. Я брал помидоры, перец, лук, шампиньоны. Но сил уже нету. 10 часов вечера, еще сейчас овощной шашлык жарить, ну его в баню. Так поем овощи.
Да, утро было по-настоящему добрым. Проснулся я сегодня не от будильника, а от пения птиц. О, слышите, как красиво поют. Даже и добавить нечего. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Это был канал Лесной Строитель. До скорой встречи. Пока-пока.